Жаркий, пропитанный испарениями воздух над застойными заводями южных болот казался почти осязаемым, когда Марк, потомственный ловец рептилий с лицом, напоминающим дубленую кожу, наконец затянул петлю на шее пятиметрового чешуйчатого исполина. Этот крокодил, которого местные фермеры уже окрестили старым шрамом, десятилетиями считался живой легендой и проклятием округи, бесследно унося скот и внушая суеверный ужас всякому, кто решался спустить лодку на воду после заката. Однако в этот раз охота закончилась не просто триумфом человека над хищником. Когда Марк, руководствуясь профессиональным любопытством и требованиями ветеринарного контроля, начал осмотр желудка убитого монстра, он обнаружил там нечто, что никак не вписывалось в привычный рацион болотного убийцы. Среди груды камней гастролитов и непереваренных остатков панцирей черепах тускло блеснул край плотной, покрытой темным налетом кожи, которая при ближайшем рассмотрении оказалась массивной сумкой из дорогой крокодиловой кожи, иронично закончившей свой путь внутри своего же сородича. Марк, чувствуя странный холод в груди, не решился вскрывать находку самостоятельно и немедленно вызвал старого знакомого, детектива Коулмана, который за 30 лет службы в этих краях приобрел привычку ждать подвоха от каждого шороха в камышах. Когда седой полицейский прибыл на берег и увидел покрытый слизью и илом артефакт, его руки, повидавшие немало жутких улик, заметно задрожали, а лицо приобрело оттенок серого болотного тумана. «Второтеть! Поверить не могу, Марк. Это же та самая сумка с инициалами семьи сенатора, которую мы искали по всем притокам еще в те времена, когда у меня не было ни одной морщины, а это чудовище было размером с садовую ящерицу», — прошептал детектив аккуратно, словно боясь потревожить призрака, разрезая подкладку специальным ножом. Внутреннее отделение сумки, защищенное качественной выделкой и герметичными клапанами, сохранило то, что 30 лет считалось безвозвратно утраченным: потемневшие от времени документы, золотой медальон с портретом пропавшей девушки и, самое главное, маленький запечатанный металлический тубус. Коулман, едва заглянув в бумаги и осознав, чьи подписи стоят на документах, внезапно замер, а затем, не говоря ни слова, рванулся к своей патрульной машине, чтобы вызвать по рации максимальное подкрепление и перекрыть все выезды из поместья нынешнего окружного судьи. Внутри тубуса лежала нетронутая пленка и записка, которая ставила окончательную точку в затянувшемся споре о виновности тогдашнего главного подозреваемого, который все это время строил свою карьеру на лжи и чужой крови. Оказалось, что природа в лице этого древнего хищника выступила самым надежным сейфом в мире, сохранив улики против могущественного преступника до тех пор, пока не настал час великого разоблачения. Эта история напоминает нам о том, что правосудие может задерживаться на десятилетия, скрываясь в мутных водах и желудках монстров, но оно неизбежно настигает тех, кто считал свои секреты надежно похороненными под толщей ила и времени. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.